Здорово, ребят. Продолжаем мы проходить Dark Souls 3. Значит, вне эфира у меня тут получилось завалить все-таки Фриду. Я, в общем, подошел вот сюда к картине, и тут, оказывается, можно в локальном режиме вызвать фантома Гаэля. И он приходит туда только со второй фазы. Ну, и вы вдвоем, в принципе, довольно-таки быстро вторую фазу сносите, и у тебя больше есть возможности поковыряться с ней на третьей. Ну, там он что-то помогает, но в основном дохнет, как бы, почти в самом начале. Потом что, я еще вот эту пушечку прокачал. Коль такая пьянка. И она довольно-таки у Фриды большие куски отрывала во время того, как ты ее чаришь на молнии. Ну, и в принципе все. Ну, раз Фрида померла, вот, у нас в этом дополнении остается... Нафига Фриду убил в одниху? Я не хотел. Я думал вас дождаться, это было уже просто... Короче, я ее ковырял тоже где-то. Ну, с перекурами, с перерывами, где-то дня 2-1,5. И тот с фантомом я ее завалил. Потом нафармил, короче, себе этих душ. Левелы докачал. Ну и вот как-то так. В общем, пушка-то вроде неплохая, мне аж прям понравилась она. Ну, что-то вот между двуручкой и одноручкой. Ну, как-то вот, я не знаю. И удары, в принципе, у нее быстрые. Относительно. И плюс ее можно чарить еще. Сколько сейчас урон в двух руках у этой пушки? Это мой любимый меч. В двух руках? Ай, глянь. 600. Евгений Корецкий. А блин, ты же щитовик. Ну, по возможности, конечно, вот, допустим, у Фриды на второй фазе я брал именно в две руки. На первой и третьей фазе пользовался щитом. Кстати, неплохо этот защищает. Он тоже что-то между Хавала и щитом Черного Рыцаря. Короче, вот какие-то такие средние пушки я себе оружие выбрал. Ну и в целом, в принципе, что, статы поднял на фарме. Жизни до 40, стойкость до 40, физическая мощь, сила и ловкость. Ну, это вместе с кольцом ловкость 53 получилось. Евгений Корецкий. Не понял, он не закален вообще и 600 урон? Подожди. По-моему, я его закаливал. Да, слушай, он не закален. Погнали калить, что делать. О! Евгений Корецкий. У тебя сколько силы и ловкости? Силы 50, ловкости 48, но с кольцом 53 получается. Погнали пушку калить. Я и забыл что-то совсем про это. А я ее молнией чарую, и, блядь, Фрида просто на первой фазе. Не знаю, ударов 6, наверное, отлетает. Ну, если так хорошенько приложиться. Пошли закалывать. Евгений Корецкий. Проверь сначала изысканную закалку. Да, давай посмотрим. Так. Ага, ну бабок не хватает, это ладно. Можно сейчас что-нибудь продать. Изысканная закалка. 266 плюс 348. Ну, падает устойчивость. Евгений Корецкий. Сначала посмотри урон, потом закаляй окончательно. Ну, это понятно. Грубым самоцветом, но тогда поглощение при блоке, вот единственное, что падает, и скалирование от ловкости и силы никакого нет. Но типа максимальный у тебя 423 в одной руке будет. Или в двух. Вот 423 это конечное, когда ты в двух руках держишь, или когда в одной? Конечно, ты не совсем рубаешь. Ну вот эти я не знаю. Просто в основном херня какая-то.
Когда какими-то самоцветами их калишь, они какие-то пососные становятся. Ну, в принципе, вот на тьму, если закалить, потом для петуха, Евгений Корецкий. может быть. При грубой всего 423 урон. Чего ты ее смотришь? Так вот, я спрашиваю, в двух руках или в одной? Получается, в одной. Можно потом попробовать темным самоцветом закалить на петуха, там типа урон от тьмы идет. Евгений Корецкий. У тебя прокачанные статы сильно. Я фармил, блять, очень дохуя, потому что на этих великом архиве, короче, фармил. Так, ну изысканный самоцвет, 5 косарей надо, это мне нужно 1,5 штуки. А, что-нибудь продадим. Хотя, в принципе, я так... А, стой. У меня есть душонки еще. Да. Отвали. Евгений Корецкий. При тяжелой, изысканной можно мазать, при глубинных не сможешь мазать. Угу. Ну, по-любому тогда надо будет на изысканную качать, изысканным самоцветом, чтобы можно было еще его лочить, чарить точнее, на молнию. Так, какая душа-то 1,5 даст? Евгений Корецкий. Одну. Сравни урон при тяжелой и изысканной, где больше. Это я, по-моему, большую душу хлопнул. Так. Теперь бабок хватает. Тяжелый. Скалирование от силы с Б на А переходит. От ловкости с Д на нихуя вообще. 273 плюс 307. Это получается 570. 560. Евгений Корецкий. 580. Всегда души продавай бабки. У нее цены указаны, а по деньгам одинаково. Ну, по разнице, что я так я душу хлопнул, а что этот как. Ну ладно, я понял. 2000 плюсом, ничего страшного. Короче, 580 получается. Если тяжелым. А если изысканным, 610 примерно выходит. Ну, Евгений Корецкий. Ты гадаешь, какая сколько стоит? я понял. Без разницы, в принципе, что так хлопать, что так. Просто чтобы не гадать, у бабки все цены написаны. И, ладно. Не так-то часто эти души хлопаю. Так. Ну, тут только изысканным. Тут по-любому цена какого? 580. А тут 610. Повыше будет. Плюс единственное, что в скалировании, вот я не знаю, бонусные характеристики. Тут тяжелым самоцветом идет от силы с Б на А, но тогда от ловкости просаживается. Евгений Корецкий. Отойди от кузнеца и возьми меч в 2 руки и подойди снова. Это какая-то разница, что ли, будет? Давай. Давай мы даже щит берем. Ну, цифры... Подожди. Цифры выше стали.
Ну, по-любому изысканно получается лучше. Тогда бонус просто от этих, от статов идет. Ну и по цифрам больше. Устойчивость единственное, что и там падает. А тут тогда ловкость вообще типа смысла не имеет. Если я правильно понимаю. Да? Да, гораздо больше. На изысканном получится. С 2 руки, если лупить. Короче, изысканным закал. Я еще по первому DLC прогулялся. Евгений Корецкий. Изысканным делай. Я еще по второму DLC прогулялся, взял железное кольцо на +3, кольцо этих, как его, кольцо жадного змея, с помощью которого, в принципе, Евгений я Корецкий. и фармил В душу. 2 руках 630 с лишним. Вот. Железного змея и кольцо, как это, желтое такое. Бля, ты забыл, как его называют. На кольцо Хавала там уже никак. Там нужно демонов валить. Я пару раз к ним сходил, что-то они там пизды навешали. Мне аж дурно стало. Вот это кольцо. Благосклонности вот я нашел там. Я вот не знаю насчет этого. Стальной защиты поставить на босса волка. Либо оставить все-таки ловкость, потому что у меня скалирование пушки от нее. Либо тут насколько физический урон он. Первого знаю. Поглощает. Евгений Корецкий. Кольцо благосклонности плюс. 3 имба. Но оно у меня и стоит. А вот до Эстуса, точнее, кольцо с зеленым цветом +3 и кольцо Хавала +3, хотя, в принципе, оно мне уже Хавала не нужно. Это нужно демонов валить. Чтоб туда, к этим кольцам пробраться. Евгений Корецкий. Крыльцо на ловкость убери. Так и что получается тогда? Ну тогда я в ловкости проседаю, у меня тогда скалирование не работает от пушки. Если изысканно. Можно крит удары поставить, либо поглощение физического урона. Я вот просто не знаю, тут цифр никаких нету. Инфа. Мне непонятно, почему из этого кольца статы красные становятся в правой руке, они типа падают из-за чего. Ты типа поглощаешь урон, но тем не менее у тебя проседает сила атаки, что ли? Евгений Корецкий. Да проще простого. Смотри урон с кольцом и без него. Так-то оно так. Подожди. Ну-ка, вот это вот. Евгений Корецкий. Разница мизер будет по урону. С кольцом ловкости получается, ну, чуть-чуть, но все равно. Да, попробуем. Рубящие, дробящие, колющие удары. Так. Евгений Корецкий. Силу атаки смотри с кольцом на ловкости без него. Но она чуть выше становится. Чуть выше. Ну, это такое себе.
Вот у нас кольцо. Сила атаки 614. А если ставить вот это, то 606. Ну, на 7 всего. Я не знаю, это критично или нет. Ну, короче говоря, если больше защиты требуется, то надо как бы кольцо этого плюс 3 остальной защиты. Если надо охотника, типа больше урона наносить, ну тут не шибко-то много. Ну тогда ты в защитах проседаешь. Хотя если щит опять же у тебя. Ебаные циферки. Евгений Корецкий. И занимать целый слот под 7 единиц урона? Да. Я и говорю, то что все равно как бы больше каких-то колец не поставить. Единственное, что вот такое как бы, но опять же, что вот оно дает? Тут вообще ничего не написано по нему. Ну, критовать он будет чаще. А насколько Евгений чаще? Корецкий. Топ-кольца, Эстус, зеленоцвет, СТ. Защиты, благосклонность. Ну, это понятно. Кто-то еще вот кольцо хавала плюс 3 ищет. Но это все же там, за демонами. 3 кольца вот там валяется вот во втором DLC. Сколько? 3 я из них достал, а еще 2. Надо идти демонов лупить. Ладно, короче, погнали. Еще с другой стороны часовни тут спустился. Кого-то моба там завалил. Ну, типа, торженец какой-то там бегал. Пиромант. Ну, ничего. Отъехал он с первого раза. Евгений Корецкий. От первого костра Локи до 2 рыцарей. В смысле, первого костра. Вот здесь же спускаешься к этому, к волку. Евгений Корецкий. Я думал, ты во втором ДЛС, а ты в первом. А, ты по поводу колец или то, что как до демона добраться? Там, где демоны тусуются, я тот костер уже открыл. Там просто дочистить надо локу, и можно их идти и валить. Как дочистить? Собрать все, что... Блять. Собрать все, что там валяется. Так, как бы мне к этому-то... Евгений Корецкий. Просто на демонов можно призвать мощного НПС, надо только сначала с ним поговорить. Это который в той локации тусуется? Сначала ты его находишь там, где 2 рыцаря, часовни. Блять, там этот мудак стреляет уже. Та-та-та-та-та. Ну, гораздо лучше, по-моему, урон и быстрее, чем топор драконоборца. Блять, вот ты мудила, а. Прям под ногу попал, сука. Я чувствую, полетаю, блять, я сейчас с этим.
с одним NPC во втором DLC, короче, одного NPC я встретил там, поговорил с ним один Евгений раз. Корецкий. Да, в проломе за двумя рыцарями тот НПС. Вот, я с ним поговорил 2 раза, он мне осколок титанита дал. Ну и потом я как-то там пробежал между ангелов и так далее, короче. Открыл 3-й костер, чтобы к демонам падать. Мы как бы все, пару раз к ним сходил. Это пиздюлей навешали и пизду, я думаю, еще Фриду траить, так что пока к ним не пойду. Попробовал петуха еще вот с этой пушкой завалить, нихуя. Все равно отвешивает пиздов. Тихо, 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 блядь, ну, он машет и норовит все ёбнуться куда-то. Евгений Корецкий. Тогда его сейчас можно Да призвать. твою на дело. мать. Он очень сильный живучий фантом. Ну, как волка. Давай все-таки я буду добивать сначала волка, а закончим с этим DLC, а потом уже на демонов. Там еще демоны, Медир, ну и потом, не знаю, если... Короче, посмотрим. Сейчас еще вон там в той степи надо кусок титанита забрать. Евгений Корецкий. Его знак призыва от костра в 10 метрах по пути к демонам. Ну, это надо осматривать. Там просто ты в трубе какой-то находишься. Евгений Корецкий. Я тебе на будущее написал, скоро уйду со стрима. Ну, это еще неизвестно, сколько я с волком сейчас посижу. Надеюсь, я с волком не залипну надолго. Так-то, по идее, вроде босс понятен. Так, может быть и хер с ним? А нет, подожди, тот может стреляться чем-то. Придется свалить. Да, он огнем поливает. Так, в темпе, в темпе, в темпе. Сюда, вниз. А, ящерка. О, она вообще упала куда-то. Ну, хоть мерцалку дали за нее. Так, что у нас вон там, в том конце? По-моему, ни хера там нету. Да, там тупик. И дальше. Кстати, на приде, по-моему, первый раз мне на боссах уголек пригодился. Прям вообще практически спас на 3-й фазе. Когда меня там она пыталась... блять. Она меня там пыталась раздуплить уже. PC сдох. Фляг тоже там практически на 3-й фазе у меня там не осталось. Там 1 или 2 была. Я хлоп уголька отрезал и добил. Но крови она, получается, знатно попила. 2 дня я ее ковырял. Ну, с большими промежутками, потому что Евгений Корецкий. нервы Упал сдает. прямо на костер. Ну там, по-моему, рядом где-то костер.
Я знаю, что костерок-то там в закутке. Рядом крабы еще ползают. Два мужика стреляют. Я думаю, может, до этого мужика покороче будет перекатом добираться. Высоту особо некогда посмотреть. Ну, 3 удара я наношу, у меня еще пол стамины целое. Нормас. Так, а вот тут можно? Нет, тут не можно. Теперь они херачат с двух сторон. Так, и по-быстренькому нахер. Пока я не улетел. Я улетел. Ну и ладно. Евгений Корецкий. Кольцо благосклонности плюс 3 дает плюс 19 единиц стамины. Ну вот я и заметил. Так, все равно у нас эти мужики возрождаются, которые стреляют. Так что бегать их всех лупить смысла нету. Пошли, короче, мы сначала мимо крабов заберем. Та-та-та. Мимо крабов сейчас заберем, короче, сначала кусок титанита. На тот случай, если придется какую-нибудь еще пушку прокачать. Ну или щит какой. Так, сейчас деревья все вырубаем тут. По-моему, все надо. Или какие-то определенные. Ну, короче, лучше, по-моему, все вырубить. Девальфо квадратная скобка. bmd.gg квадратная скобка. Доброго времени суток. Здорово, выход. Чуть не сцапало меня. По-моему, последняя осталась. Это, по-моему, самая борзая. Евгений Корецкий. Сугайден из случая. Да. Не, не все. Но смотрел этот какого прохождение, спидраны смотрел. Евгений Корецкий. Именно вот Где DLC. куски лежат, все знаешь. Ну, здесь да. Тут легко запомнить. Деревья рубишь, и потом вон тебе лестница появляется. Там только один кусок. Причем его видно было еще в самом начале. Только добраться непонятно никак было. В принципе, можно даже сюда потом и не спускаться, чисто телепортами между кострами. Чик-чик. Да? Евгений Корецкий. Кусок после смерти Фриды дает еще говорящий ворон в поселении воронов. Это который там такой облезлый стоял в домике. Я его один раз, помню, случайно треснул, но это как... Меня за это не особо наказали.
Он типа жив остался. Я, видимо, его не добил просто. Я в первой части так одного NPC завалил случайно. Думал, враг, а он не враг. Ёбнул разок, он подох и все. Магазинчик один закрылся. Для меня Евгений навсегда. Горецкий. Он там один говорящий. Ну я там какого-то находил, вот один раз, говорю, по нему треснул и все. Может быть это он, не знаю. Ну потом уже скажу. Так. Да в принципе что. Воу-воу-воу-воу-воу. Отсюда можно уже портануться на нижний костер. Ну, чтоб тупо ни макрабов не бежать, 508 по лестнице не спускаться. А так, в принципе, все, вся локация зачищена. Вот. Груда отбросов. Потом руины пика ты этого NPC встречаешь, он там рядом с костром прям сидит на картах. А потом вот чудом я попал вот в эту вот трубу, короче, ну, полудом разрушенный. И вот там по прямой бежишь и попадаешь к демонам. Так, недра картины. Сюда. А вот волка я еще не знаю, ни атаки особо ничего. Знаю, что он вперед постоянно на тебя прыгает и все. А мужик похож на фантома. Верно. Посмотрим. Лупить его надо там, внутри, прям под зданием. Но я наверху вот из этого здания был. А 3 волка вылетают. Мужик. Ну, добивай. Слушай, ну если разок ему удачно треснуть... А, если он мне не треснет. Ну, да еще бы раз. Я там волк прискакал. Нормально. Все, полетели. Где он? О! Чуть не пропердолил меня. Так, давай-ка нахер еще раз. Где он вообще? Все понятно? Не-не-не-не. Вот тут его надо лупить. Ну как-то и я ему раз ударяю. И он мне. Давай, 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 давай. Последний раз. Готов. Ни хрена. С одного трая вообще. Вот это дела. Ну тогда пошли к демонам. Коль такая пьянка. Кости чемпиона, храброе сердце.
Вот только что дают кости чемпиона, вот что вопрос. Давай посмотрим, что это за хрень вообще такая. Кости чемпиона. Евгений Корецкий. Качай физ мощь. А зачем физическую мощь качать? И надо и так до 40. У меня перегруза никакого. Что-то я там вешу, по-моему, 62%, что ли. Евгений Корецкий. Силу и ловкость хватит. И так лишнего. Такая физическая-то мощь зачем? По-моему, 40 за глаза вообще. Перегруза нет. Да там уже и фармить-то тоже полная беда. Там что-то я перефармил, по-моему. Так. Евгений Корецкий. Офис. Мощи нет капа, как у ловкие силы. Что значит нет капа? Мне непонятен этот сленг. А, вот эта штука. Сожгите в храме огня, чтобы открыть поединки. Ну, это ПВП, ПВЕ, да? ПВП. Ну, погнали в храм что-то. Где-то тут костер должен появиться. Ну, кстати, в первой части тоже, когда ты там только к Андериэлю подходишь, то у тебя эти поединки открываются далеко не сразу. Но душ, по-моему, с нее что-то как-то 69. А, мне нормально прилетело. Евгений Корецкий. 60 косарей. После 40 силы и 40 ловкости прирост урона от них резко падает. Это и есть кап. А, ну это я видел, то что там уже когда по единичке добавляется, то нет смысла качать. Ну это понятно. Так. Давай мы этой, короче, отдадим пепел. Нет, не ей. А кому тогда? Тебе, что ли? Нет. Подожди, еще раз. Кому отдать пепел-то надо? Сожгите просто. Евгений Корецкий. У физмощи нет капа. Будет расти защита и переносимый вес. Ну. Евгений Корецкий. Кости чемпиона это нет пепел. Я просто думал, то, что это пепел. Вот. Так, ну в принципе, мне не хватит даже вот этих бабок, чтобы, по-моему, поднять. Сейчас хотя бы один левел. Евгений Корецкий. Кости чемпиона откроют арену ПВП. Да, там написано уже было все. Давай мы молнии, короче, в этой бабульке возьмем. 37 у меня штук аж. Ну давай-ка я. Ну еще из десяток, наверное, возьму. Кстати, там была полезная штука возле мужика с петухом, безымянным королем. Там пепел драконоборца или что-то такое, там пепел преследователя драконов, по-моему, валялся. Это вот в храме тоже отдаешь, и у тебя можно покупать и титанит, и чешую. Как-то так. Что мне там говорили, то что там ничего полезного нет. Все скупил бабки. Да пока я думаю, нужны ли они. Я думаю, просто можно потом это все купить, если уж такая, ну, будет необходимость.
Типа, для этого можно просто немножко пофармить, там, допустим, пару летающих Евгений Корецкий. свиней на крышах Повелителя убить, драконов. и этого хватит. А по-моему, преследователя драконов называется. Но не суть, короче. В общем, нашел и отдал, и все такое. Просто до этого мне на стриме сказали, то, что там вообще ничего полезного нет. Ну, а чисто из принципа сбегал как-то от нихер делать, и всех там убил. Нашел эту хрень. Никуда-то он не денется, в принципе, этот уголь. Пускай оно все лежит. Давай я попробую, конечно. Посмотрим, сколько я бабок выручу, если все души продам. Так, 20, 30, 38, 43, 53. Угу. А мне в любом Евгений случае на Корецкий. левел не хватит. Пройди вперед от костра перед демонами, увидишь знак призыва. Сейчас посмотрим. У меня по-любому на левел не хватит. Так что лучше, наверное, чтобы души не терять, лучше что-то у нее купить. Не знаю, может быть, это когда-нибудь пригодится. Вот этими штуками я еще не пользовал. Разрывающий эффект. Сколько у меня их есть? 10 штук. Давай еще из десяток. Пригодится. Просто я на душе, на демонах по-любому сейчас просру. Неизвестно, сколько раз это еще будет продолжаться. Поэтому лучше сейчас затариться. 44 тысячи. Вот эта броня, в принципе, прикольно выглядит, но у нее статы пососаны. Евгений Корецкий. Румяна бесполезны на медленном оружии. Ну, мало ли, может, я какой-нибудь потом схвачу одноручку и ей буду махать. Ну, на всякий случай, что. Просто нужно куда-то 60 кусков паять, а особо покупать-то и нечего. Хер знает, давай уголь. Я у нее вообще его не покупал, получается. Я его и так, в принципе, вполне прилично находил. Особой нужды не было. Так. Да давай на 7 тысяч молний, и все. Что тут сиси иметь? Молнии по-любому пригодится. Почти у всех к этому слабость, у всех боссов. Все. Погнали к демону. Евгений Корецкий. От токсина мох купи. Он у меня куплен, ну давай посмотрим. $25 штук. Этих 12. Ну хер знает. Ладно, посмотрим. Я только сейчас же вспомнил то, что у нас один демон токсином хлопает, а второй огнем. Сейчас еще это надо дело будет в инвентарь поставить. NPC можно призывать, когда у тебя уголь, да, сожранный, ну, когда ты не полый, короче. Когда ты видишь NPC. Так получится. Главное, чтобы он не отъехал до третьей фазы. Будет прикольно. Ну вот он горит, призыв. Да, сразу видно.
Со щитом у него алебарда. Так, ну давай тогда поставим. Поставим, короче, в инвентарь. Вот это убирать. Вот это можно поставить для начала. Но если что, придется к бабке возвращаться, если он так будет очень сильно нужен. Да и все, в принципе, пока. Ладно. Евгений Корецкий. Можно двух призвать, но Гаэль хлипкий, а Лак могучий. А я Гаэля призывал еще на этой, как его... Я же говорю, то, что мы вдвоем с Гаэлем расковыряли Фриду. Его можно типа еще раз призвать? Гаэль подыхает быстро. Он прям летит на все, что можно. Пытается таранить. Подожди, ну давай посмотрим. По-моему, тут других знаков призыва нету. Скорее всего, он один. Гаэль, наверное, может призываться только один раз. Да, других я не вижу. Евгений Корецкий. В другой стороне от костра Гаэль. О. Да, его еще раз можно призвать. Может, двух фантомов сразу? Чтобы уж наверняка. Давай двух попробуем. Угу. А второй не работает. Вот, теперь Евгений работает. Корецкий. Лучше одного. Ладно, посмотрим. Давай попробуем. Я вообще с фантомами первый раз играю. Евгений Корецкий. Лапа. Мне вот это что-то больше импонирует. Ох, как он наебывает. КП босса увеличивает за каждого фантома. Ага. Тогда это многое объясняет. Ну и все. Один раз, блядь, я по нему ударил. Да, давай тогда хотя бы одного. Я когда один был, по-моему, побольше даже снимать получалось. Ну, где-то там 2, по-моему, раза успел ударить. Там 3. Что-то такое. Так, а этот товарищ не горит, пока у тебя, короче, уголь, да, неактивный. Так, что, призываем? А, чтобы времени не терять. Блять, какая-то каша вообще происходит. О, туда и агрить. Ай-яй-яй. Евгений Корецкий. Не лезь на двоих. Фантом одного, ты другого. Да так и получается, то что мы его вдвоем удохаем. Потом второго. О, как его еще. Получилось заебенить. Ого.
Блять, пуха потухла. Ай, да валим, валим, валим. Наш быстрее, блять. Он отойти не дает. Там уже лапу пизды надавали. Ну вот как тут рассмотреть что-то? Просто какой-то парш, замес. Я даже не вижу, кого пизжу. Из дома дохилиться. Так. Один готов. Кого последнего убиваешь, тот больше, по-моему, и будет, да? Преобладать на другой фазе. Так, пизду, чарим пух. Лап, ты не хочешь похилиться, а? Блять, ну только полечился. Да он жирнее куда? Что происходит с ним? Понятно. Бля, какой-то мясосуп вообще. Ничего не видно. Не, ну слушай, лап гораздо лучше, это фантом. У него и жира побольше. Куда лучше, чувак. Ну, осталось-то ему хуйню вообще снести. Быстрее! Ну, еще подать, блять, ваншот. Ну-ка! Причем мы его добили, его второй добил, его лап добил нахер. Я-то прям, пока табличка вырисовалась, я увидел, как, бля. Ёбаный урод. Все время он не лупил ваншотов. И тут на тебе, короче. Не, ну лап крутой чувак. По-любому. Короче, мне щит тут не пригодится.
Вон какие куски отлетают. Да и от меня тоже, конечно. Оу, Евгений токсин. Корецкий. Внимательно. Теряешь время. Урон это Блять. Завалили. Ну, стараюсь все-таки намазать, чтобы побольше отвоевать, как бы. Ну, это тоже имеет свойство, как бы, положительный. Так что, нет, все-таки, ну, будет возможность, попробую намазать. У меня сейчас что-то заглюк какой-то был, блядь, он сейчас долго переключался между этим, как его, между щитом. Щит можно вообще, по идее, снять, он не нужен. Евгений Корецкий. Ты 2 крита просрал. Так вот. Стаминку-то тоже экономить надо было, чтобы на что-то криты делать. Да тут куча нюансов. Но здорово мы тут, конечно, хорошенько наебенили в первый раз. Но я почти его завалил. Да, ё. Да, ну, я не успел уйти. Сколько он там ударов? 5 делает, по-моему, да, или 6. Надо в ноги ему бросаться, как борцуха, и там его лупить. Надеюсь, угольки у меня не кончатся за такое количество попыток. В принципе, можно травяной щит повесить для восстановления. Побыстрее стамины. Вот, бой начинается с твоих пиздюлем. И он очень часто прыгает вокруг тебя. Не видишь ты, что происходит. Евгений Корецкий. У тебя есть безымянный медведь. Там тоже длинный. О, блин. Ёбай. Нормас. Я знаю, что там угли нужны. Там все надо. И скилл заодно не забыть. Первый отлетел. Не, ну лап молочага. Он прям этого гондона тоже прессовал маленько. Пока намажу. А у меня тут все восстанавливается. Риф. Ну давай, не туда. Вот туда ему. Блять, прям в чайник же надо было. Ну ладно. Хер бы с ним. Я пока еще пуху мазану. Пока есть время. Не знаю, попробую пока без щита прям. Глядишь, может пошибче на пиздюхаем. Ну он жирный.
Евгений Корецкий. Влад тоже до крика доволен, а ты крепел. Посмотрим. Я еще пока не определился. Для меня какой-то вообще мецосуп. Мы сейчас что-то долбим куда-то между ног ему. Я пока ничего не понимаю. Пока какой-то лютый замес идет. Ну, критой. Ага, хуй там, а не критой. Я даже еще полечусь. Ну его нахуй. А, блядь, полечился. Пиздец, он бешеный вообще. Хуярит и хуярит, просто как заведенный. Кстати, говорили то, что вторая, ну короче, вот эта вот фаза, она гораздо проще. Нихуя она, блядь, не проще. Евгений Корецкий. Влад не крикует. Он в 2 раза быстрее может пизды надавать. Есть, кританул. Давай, догоняем. Все, надо валить. Надо валить, хилиться и мазаться, наверное. Он сейчас что-нибудь придумает. Где он? Ага. Готов. Бля, ну мы под раздачу попали, но он подох, сука. Ух! Это была дичь какая-то, вообще просто экшен. Я не знаю. А, блядь, это было жестко. Вот что прокачка животворящая делает. Ну, тот же фарм, короче. Что с души демона-то можно получить? Кстати, за кольцами надо идти. Евгений Корецкий. Спасибо, Лапу, скажи. Да, он охуенен, короче. Он просто прям тащит. Он на себя много урона, короче, принимает. Ну и плюс еще и критует, и помогает охуительно вообще. Я бы одним их не завалил по-любому. Мне бы дури не хватило. Что там? Пёт лежит. Флажок посланника. Как там, город за стеной это лока называется, или что-то такое. Сейчас будем здесь кольца искать. Евгений Корецкий. А там дальше только Хавела плюс 3, остальные говно. Этот, как вам... Как восстановление ой, блядь, стамины плюс 3 там тоже лежит. Там надо куда-то падать, короче, и все такое. Да, там какой-то лифт, короче. С лифта я, по-моему, как-то так смотрел, то, что чуваки падают, и там дырка в полу, и вот там кольцо валяется. Плюс 3. Вот это вот. Евгений Корецкий. Зеленоцветом. Ладно, я ушел. Удачи с боссами. Ага, спасибо. Сейчас надо пойти узнать вообще, что за душу демона дают. С Фридой понятно. С Фридой там этот, как его, с Фридой бла-бла-бла-бла, там 2 косы. Но они такие отстойные, что даже брать не стоит. Тетенька, нужна душа демона? Нет. Как хотите. Угу. Это, короче, для пиромантии заклинания, бля. Да-да-да, пироманское.
изогнутый рубящий меч. Он чисто на огонь. Но тут надо интеллект и... беда, короче. Вот еще, короче, да, Роза Андерель, это кнут с фриты, который можно либо кнут сделать, либо это, либо... Ну и то херня, короче. С фридой больше мудохаешься, чем с нее каких-то плюшек получаешь. Так, пока есть баб, надо купить этих молний. Это дело тоже мы выкладываем. Ну, не знаю, давай на огонь поставим просто так, чтобы было. Ну да. Бла-бла-бла, давай купить предмет. Да, вот угля у нее, конечно, ограниченное количество. Ничего не сделаешь. Вот этого мха, короче, можно, да, купить. Вдруг еще пригодится, а у меня их всего 11 штук. Давай еще, ну, так вот. Вот так. Какая цифра мне нравится. Ну, этой хрени тоже на скидку чисто. Так, вот меня что интересует. Молния. Ее мы возьмем на 30, наверное. Ну, я не знаю. Может быть, кому-то и гнилая смола пригодится. Ну и все, там 20-очка осталось на закусон. Хорошо. Сейчас, короче, что, пойдем, наверное, дочистим локацию. Подожди. Груда отбросов точно зачищена. Да, блядь. А вот... Да, руины пика, короче. Там, по-моему, что-то можно еще было пособирать. Сейчас посмотрим. Между домиков какая-то фигня валяется. По болотам там побегать немножко. О, чувак был. Сигбрау. Это такое. Это я такое слышал об этом. Восстанавливает здоровье и усиливает сопротивление к морозу. Угу. Круто. Эта сволочь стреляет постоянно, как умалишенная. По-моему, их тут две. Ну-ка, я тут могу пробраться? Да. Вы там мне не это, не шали. Не, она одна, но лупит как двое. Понятно. Воу-воу-воу-воу-воу. Так и отъехать недолго. Надо где-то, короче, найти ту херню, которая ей управляет. Я вот ее бегал, искал, пока искал кольца, но так и не нашел. Пойдем к грибам. Вот тут еще что-то валяется.
Я тут так чисто оббежал в основном. Перчатки ведьм. В основном отбежал, ничего так особо не осматривал. Так, я сейчас получу просто отравление. Еще шмотки. Стрей. Ну и все, я уже траванулся. Чалька. Ну, можно уже спокойно бегать. Вот здесь еще один ангел висел, короче, но я его замудохал. Я нашел, короче, кто им управляет. Так что здесь можно особо нет. Подрасслабиться. О, какой. И одни бегут, и вторые ко мне. Нет, я его больше не интересую. Принято. Так, вот тут еще. Обломок пригодится. Ну, обломки титанитов это надо в пике драконов фармить. Кстати, в целом неплохая точка для фарма. Набедренная повязка. Я знаю, можно, в принципе, попробовать его замочить. Неплохо. Но он лютый, когда колбасить начинает своей петушней. Но его можно залочь. Ну то и застанет. О, полетел. И еще один удар. Теперь добил. Ну, блядь, ничего, что не ударил-то еще раз. А у меня потому что стамины кончилось. Готов. Я успел быстрее до него. Что дают? Доспех. Обломок. Ну, может, доспех как-нибудь и пригодится, я не знаю. Ну и все, в принципе. Тут я уже все собрал. Там тоже вот в этом закутке, в принципе, все. А и все, тут локация заканчивается. Потому что ты вот по этой ветке бежишь, спасаясь от ангела, и падаешь как раз на тот костер, которого я начинал демонов валить. Поэтому, короче, мы юзаем косточку возвращения. В принципе, тут уже делать нечего. Да, последний костер. И оттуда уже, короче, протанемся тогда, вот где демоны были. Дальше будем изучать, что там за локация. Ну, у меня до сих пор вот жесткое такое напряжение еще от демонов осталось, но они просто бешеные какие-то. Сначала ты лупишь в быстром темпе двоих, а потом один, но он тоже прикурить дает, дай боже. Просто сумасшедший какой-то. Я думаю, не было бы фантома, тут, не знаю, я бы на скелет стопудово, мне кажется, не вывез бы просто. Очень он борзый. Я думаю, годик, если побегать вот так вот, на эту игрушку. Прям НГ какой-нибудь, плюс там еще что-нибудь. Я думаю, то, что может быть на обычной НГ, я, может быть, его и завалил. Потом уже, спустя много-много скиллового времени. Так, с первого раза, конечно, все это дело тяжело. Но, в принципе, это DLC рассчитывалось. Она и выходила-то спустя год после игры. Она и рассчитывалась уже на тот, ну, на тот случай, то, что вы уже игру прошли. Типа ты уже все знаешь, и пепел, как его там, душа пепла, финальный босс.
тебе уже как бы нормально прошелся. DLC делалось позже, и поэтому оно сложнее. Что делать? Падать? Показать флажок даже надо. Но меня сейчас должны утащить в какой-то город. Скорее всего, он какой-то город, как этот, как его... Как в первой части, когда ты Андреэля валишь. Опять эти чуваки. Ну, я в первой части в Ванерлонда с ними прикурил, конечно. Иногда они просто непредсказуемые какие-то. А тут они просто тебя как эти... Как голуби забирают. Тудом, сюдом. Ну тут еще стопудово придется долго-долго побегать. Я думаю, часа за полтора, за два, я думаю, управлюсь. Потом Медира посмотреть. И вот. Это что же длинная локация? Мы только, получается, вот в этом, во втором DLC половина была пройдена. Даже меньше, по-моему. Я будем потихоньку вот туда вниз спускаться, походу. Цветочки. Да, город за стеной. Вот тут надо, короче, искать два кольца. Авла и этого. И зеленый цвет. Ты кто? Я сразу драться. Слушай, они привели тебя сюда, разве нет? Ты служишь богам или только притворяешься? Служу богам. Это, по-моему, риторический вопрос был. Ложь, наглая ложь. Разве такие, как ты, могут служить богам? Я знаю твои планы. Я знаю, чего ты хочешь. Я без понятия. Темную душу, правда? Ради чего еще кто-нибудь соблаговолит посетить эту дыру? Не утруждай себя ложью, я тебе помогу. Да? Лаконичный разговор, конечно. Если ты ищешь темную душу, иди в церковь Филианоры, она у подножия скалы. Пробуди спящую там принцессу. А вот, ее дрема обман. Она скрывает тайное знание, не подпускает тебя к темной душе, которую ты так страстно желаешь. Вот, это, по-моему, баба какая-то там с круглым шариком сидит, сломанным. И типа ты к нему подходишь, и запускается как-то босс, который Медир. Все, разговор закончен. Не беспокойся, я друг тебе. Я друг тебе. Если ты еще человек, то очень скоро тебя начнет желание проклясть богов и сравнять с землей эту навозную кучу. Теперь поспеши в церковь Филианоры, она у подножия скалы, пробуди принцессу, если ты ищешь темную душу. Все? Да иди ты в жопу, короче. Ну давай еще раз. Да, все. Наконец-то мы с ней договорились. Ни о чем я с ней, конечно, не договорился, мы с ней побазарили. Все. Костер-то дело хорошее. А вот там вот что-то не очень, мужик. Ты ебанутый? Нихуя. Вот это поворот. Как он меня даже оттуда увидел, я не знаю. Я самого еле вижу.
Взял, призвал, тут 508 армию целую у меня, взять чудеса. По-моему, надо, короче, прям бежать к нему. Да, пока он тебя не спалил. Замудохать его, а потом уж все остальное. Да, блядь, нет. Что делать-то надо? Может, их захерачить надо? А, они огненные. Ситуация. Ну-ка, надо просто... Тихо, тихо, тихо. Может, пешочком? Ну, типа... Да, нихуя, он все равно стоит. Как часто он это делает, интересно? Слушай, ну пока сидит. Перестал. Да? Ну, встал. У меня там так-то душ тридцатник. Шлем руины. Доспех. Он уже. Давай глянем, чем он лучше моего. Мороз проклятия. Просаживается. Но он тяжелее гораздо. Тупо его на этом не повезло. По массе. Да, блядь, я только поднимаюсь. Точнее, он что-то позачистил, мужик. Ну-ка, щитом прикрыться. Ладно, я рискну хотя бы души спасти. Так они там еще сзади тоже будут стрелять. Ладно, я хотя бы души поближе подтащил. Как их завалить-то, я не понимаю. Надо кнопочку какую-нибудь найти, выключение. А то этот встает и стреляет. Щит, в принципе, попробовать. Просто поставить щит. Но они же будут потом и сзади мочить. Как-то вглубь толпы, по-моему, вообще не резон заходить. Так, стой, мужик. Блядь, и понеслось. mr.toaster. Утро доброе, 0 рубануло шо по ПЦ. Бывает. Ебану я не сносят, я скажу. Идики, блядь, а как их посадить-то на жопу? Нет, они типа не активные. Понятно. Давай. Это пизда. Что делать-то? По идее, мне логичнее надо типа как-то в инвиз уходить, но, по-моему, заклинаний для таких нету. У меня типа интеллекта не хватит. Я тупой как бревно нахрен. С меня мага никакой.
Ты, кстати, тот пропустил эпичную битву с демонами-близнецами и волком. Я 2 босса уже завалил. Тостер. На морозе бежать по ходу. Так, они видишь, что творят? Бах, бах, и все, они выебывают щит. Я просто окажусь в середине побега, где-то там, где они стреляют. Я нихуя что-то не понял. Короче, ты 2 боссов пропустил. В конец того DLC. Вне эфира я Фриду завалил. Сейчас вот за час 2 боссов мы заковыряли с фантомом. Ну, первого без фантома, второго демонов я с фантомом замочил. Фантом угарный был. В обход. Так вот, сейчас буду искать. Мне просто даже времени-то особо не дают. Вот сюда могу забежать, окей. Надо добраться до большого мудака. Во. Надо четко выбирать, куда бежишь. Пизда. Надо четко выбирать, где они тебя не достают. Ну вот первую я нашел нычку. Зеленый цвет, блять, собрал. Спасибо. Обидно, придется тридцатник походу душ просрать. Подбежать, души забрать я не успею. Все вместе. Тостер. Не добежал. Так, давай, он встает. Они стреляют. Чутка. Бля, давай еще раз я посмотрю. Вот первая нычка, там, где у меня души лежат. Этот педик станет. Он всегда разное время, что ли, сидит? Это так, блядь. Ладно. Похидетачили, короче. То он встает очень часто, то как-то не очень. Да, блядь, он уже только что их поднимал. Пизду, отхилиться лучше. Бля. Я хуй знаю, где ныкаться. Нет, тридцатнику уже душ. Пизду, короче. Бородка. Душом пришла. Я даже не рассчитывал. Вот шпион. Можешь попробовать не бежать, а вот именно пешком идти. Тостер. Не в тайминг побежал. Так он всегда разный, понимаешь? Я не могу вдуплить его. Какой у него тайминг? Тостер. А так вроде норм пробуй. Раз, два. И он опять их поднимает. Раз, два, 3. Тостер. Раз. Видишь, он как часто это делает? Мне просто ни докуда не добежать. Четвертый раз он это сделал. Там промежуток буквально пару секунд. По-моему, карман вот где-то там. Там такая круглая площадка. Ой, знает, беда какая-то. Тостер. Раздевайся. Заготовку-то. У меня вообще перегруза нет.
Или на стриме надо раздеться, да, чё? По-моему, вот туда можно забежать. Но, ебать, у меня просто пару секунд. Да ну, тут не встать вообще. mr.тостер. И по прямой. Ой, еще куда-то добежал. О, ништяк. Только один там запулил меня и все. Да, спасибо. Пизду лучше похилить. Короче, мне вот этих лучников мало, мне надо еще вот там того убить, который ко мне идет. Да хуй тебе. У меня пуха борзая. Кстати, а сзади уже не появляется. Да? Да, сзади они не встают. Они, блядь, все спереди теперь. Что? Он вообще это без конца делает теперь, походу. Если я побегу вперед со щитом, то меня сзади накрывает. В любом случае мне в жопу тогда настреляет стрел. mr.тостер. А стрельни с луков главного. Да, ну у него там жизни стопудово вообще. Просто в вагон. Я, конечно, попробую. Да. Я куст убиваю. Текстура охуенная. Просто с копыт. Не, я помню то, что как-то... Да, ёпта, нашел. Я помню то, что как-то товарищи спидранеры как-то прям бежали, что ли, до него, то ли что-то такое. Короче, ему надо вот моим мечом где-то раза 4-6 пиздануть. Тогда он только сдохнет. Так, короче, надо искать место, где можно заныкаться от этих ребят. Но я его что-то вообще не вижу. Ну вот так, да заебись. И чё? Лучники, какой-то скелет, блядь, еще и кто-то сверху огнем поливает. Я не знаю, что за пиздец. Они могли бы просто мне экран выключить, короче, ну и типа просто бесит врагон без изображения. Ну, какая, в принципе, разница? Я охуею с этой медитаки, блядь. Ну да, естественно, где же я мог еще оказаться? А вот насчет огня я вообще этого прикола не понял. mr.тостер. Все смешалось и кони люди. Да, пизда душам. Где-то какая-то вообще чушь. Он потом просто спамить начинает этой хуйней своей. Все-таки интересно, кто же там огнем-то долбанул. Тут надо как-то по-хитрому. Как-то вот не напролом вообще. Да ёб твою мать. Пиздец, прям возле костра подыхать. Дожили? Просто 2 шага от костра делаешь, ты, покойник.
Слушай, может, с этой курицей надо еще попиздеть? Now, yearly to Filianor's church, if thou yet the dark. Ну да, очень полезная информация. mr.тостер. А вниз тум рядом никак не спрыгнуть. Ну вот с одной стороны кусты. То есть по-любому до этой херни круглой надо бежать в любом случае. Ну оттуда, наверное, да? С той стороны стопудово никак. Ладно, успидранили потихонечку. 2, 3. Под перекатами, по-моему, они мне как-то не достают особо. С круглой спрыгнешь. Так вот, я сейчас я это гляну. Тут двоих этих клоунов дождусь, сейчас он тут восстает там из недр. То, что до огнем-то все-таки хуярил. Тут просто кроме лучников никого нету. Ну вот второй там еще такой появляется. И все. Давай, давай, давай. Ну что ты мешкаешь? Ходит что-то, трясется, идиот. Да, ёпта, вот. Тут и... Сука. Специально, блядь, вот для таких вот экспериментов он взял и сделал маленькую щелку, чтобы туда ровно персонаж влезал. Чтоб ты, блядь, специально туда еще раз упал и сдох. Такой пидорас. Короче, фишка этого DLC тебе напортачить максимально просто. То есть, если игра более-менее, ну, как бы, с определенной сложностью и так далее, то DLC это, короче, вот реально, чтобы ты ебался. По 2 босса всегда на тебя нападает. Щиты. Я поднял этот щит. Надо с середины как-то вот этой вот штуки, там где кирпич походу сломан, туда и надо идти. Ну это пиздец. Вот специально щелку взял, гнида оставил, чтобы я ёбнулся. А если онлайн включить, там покойников, наверное, просто тьма. Так, ну окей. Я тут. В принципе, больше тут брать нечего. Еще ниже. Все. Закончилось это дерьмо. А у нас ящерка. Она заебеники. Цыпа. Готово. И мерцалка, и титанитовая. Ну ты смотри. Ну, кстати, вообще, в принципе... Вот он, что, видишь, сделал? Падла. Он взял, блядь, между зданиями еще этот, как его, выступ захуярил, чтобы ты падал специально. Не умирал. Матерился много. Блядь. Ну, кстати, в дополнении тут кольца клевые. И вот такого, ну, много всякой еще хрени дают. Не так, чтобы очень, но и тут и врагов просто. Как как грибов на каждый квадратный метр. Сейчас вот здесь я спокойно пробежал, сейчас я только сюда вылезу, еще штук 15 на меня нападет. Поэтому надо не деформироваться. mr.тостер. Миядзаки к ней. Ну, да, типа того. Так. Опять понеслось у него нахуй. Ну хорошо же все начиналось, но надо было тебе опять проснуться.
Козлина. Этот... Блядь. Сейчас бы заново побежал. Короче, либо вниз надо пробегать, либо наверх. И мне сдается, что нужно вниз. Но там, возможно, какая-то ловушка. Ладно, попробуем. Давай вниз. Ёб твою мать. Как напинали полную жопу стрел, блядь, давай быстрее. Там еще кто-то огнем начал херачить. Все, заебись, тупик. Ты, блядь, кто-то? То есть он еще призывает какого-то черта, который тебя... Ебать. Их причем вообще их не убить. Че творят, а? Че творят, суки? Так, блядь. Да, у меня стамины, блядь, его мочить нет. Толпа лучников сзади тебя мочит. Мужик с кувалдой, и у тебя нужно как-то допрыгать до него прыжками, тратя стамину, чтобы потом взять его и бить тебе стало нечем. Гениально, блядь. В принципе, если не агрить всю толпу, Тост. Поднялся по лестнице и побежал перекат, и делаешь только когда не стреляешь. дело в том, что в тебя всегда стреляют почти. Он же начинает спамить потом этим говном. Вот в чем засада. Ладно, мы сейчас хотя бы физических этих двоих ушатываем, падаем вниз, поднимаемся наверх. Потом, ну, это надо пробовать. Пробовать надо. По факту. Да, блядь. Пиздец. Только на секунду ты высовываешься, уже у тебя полное очко просто стрел. Еще посмотрим, какой мидер будет. Если у меня получится сегодня до него добежать. Добежал до него и... Так это понятно. Понятно, то что добежал. Я как раз вот сейчас до него и добежал, но у меня бить было нечем. Плюс сзади меня еще догнал этот рыцарь здоровенный, который тоже... Они же их не убить, этих чуваков, эти фантомы. Вот у меня есть время. Раз, два. Все, мне напихивают тут же полное очко, блядь. Я не знаю, как это говно работает пока что. С половиной стамины я до него добегаю. Но только начинаю бить, меня тут же напихивают, и все, привет. Во время ударов между ними там вообще какие-то секунды, они стреляют, короче. 3 раза. Вот они стреляют, сейчас покажу. Каждый. Раз, два, три. Вот оно окно. Хотя в теории, по идее, блин, у меня тоже есть типа 3 удара. Пробеги за его спину чуть дальше, может быть укрытие. Да вот я тоже об этом подумал. Вполне вероятно, оно там есть. Но просто те рыцари, которые стоят вот там, они тоже в твою сторону поворачиваются. Они не только по этой площади стреляют.
Надо же вообще без урона. Пересада и только. Вот туда, куда-нибудь. Нет. Короче, надо сейчас будет методом ошибок и проб, короче говоря, искать прям вот этот пятак, квадратик, сраный какой-нибудь закуток, где можно от этого всего безумия сныкаться просто. Вот типа здесь. Блять, он мужика сюда позвал. Ты совсем что ли, блять, урод? Где мужик? Странного мужика нет. А теперь есть. А он всех рыцарей, блядь, сюда поближе подогнал. Ты смотри, что делает, а? Он еще и сам лупит. Ну вы, блядь, даете. Да дохни ты быстрее. Все, хорош. Т1В41К. Привет, как успехи? Уже замочил Фриду. Да, Фриду я замочил вне стрима, призвав фантома такого Гаэля. Потом сегодня, ну и, короче, и после стрима я еще дофармил душонок и так далее. Докачал, что надо. Вот. С этой пухой я Фриду замочил с фантомом на пару. Потом вот сегодня я в начале стрима замочил волка. Кстати, можно тут все смотреть. И демонов тоже, призвав еще одного фантома. Мы со второго трая. Волка я жальник с первого трая замочил. А демонов мы с третьей попытки, по-моему, с фантомом положили их. Демоны вообще бешеные просто. Там, вау, просто. Тебе так пиздов наваливают просто. Так с такой скоростью, что даже опомниться просто не успеваешь. Просто вообще ничего не понимаешь, что происходит, только отхватываешь. Они прыгают с разных сторон еще. Короче, полный фарш вообще. Но мы это сделали. Вот эта вот пуха, короче, с молнией зачаренная. Прям делает хорошие вещи. У Фриды особенно, как бы, она большие куски отрывает. Нек собака. Т1В41К. Круто. Ну да, типа того. Ну, Фриду третью фазу я в основном жало добивал. А старый добрый ДС-3. Да, старый добрый. Но для меня это новый добрый. Новый злой, короче. Я потому что его не проходил никогда. Ты кто, блядь, такой? Много из нас оставило пламя, подобных тебе и подобных мне. Узри этот город. Мы родственные души, как два глаза, смотрящих в одну сторону. Не бойся тьмы, друг мой. И пусть начнется праздник. Он такой, бля, нихуя, хуяк такой, из-за хаты напиши, говорит, про меня, Корней. Я думаю, надо посмотреть. Слушай, а он жирный. Ах, да-да, теперь я помню. Все. Я не знаю, зачем я его замочил. Но он не похож на доброго NPC. Блять, это тоже. Форвер. Дальше находится минирует это самый сильный босс в игре. Медир, да. Но, по-моему, кто-то говорит, самый сложный безымянный король. Я вот безымянного короля еще так не смог замочить. Сейчас, да, будет Медир, я к нему и иду. И остался, получается, Медир, раб Гаэль, безымянный король и душа пепла. 4 босса. mr.тостер. Как минус. То по злому получилось с ним. Да он что, стоит тут, подглядывает из-за угла. Вот пизды и получил. Я больше
Нет, прямолинейным собака. склоняюсь. T1V41К. Да ну демонов и Фриду завалило, а безымянного нет? Серьезно. Но я говорю то, что Фриду, Фриду я завалил с фантомом Гаэлем. Он хоть и отъехал на протяжении второй фазы, он мне помогал, но подох. Третью фазу я Фриды добивал самостоятельно в основном. Тоже там на последних порах. Но демона я призвал Каппа на демонов. Вот он, Кап, он крутой фантом. Он вообще до последнего держался, до последнего помогал, как бы, и критовал этих ребят. Ебаная мразь, блядь. Взял, толкнул меня. Только не говорите, что сейчас мужик будет опять большой. С безымянным королем я уже неделю просидел, он меня стопиздил, я, пиздец, у меня не получается его завалить, я не знаю, в чем дело. Да, мужик на месте, охуенный. Нет, собака. T1V41К. А у меня все наоборот, я безымянного со второй попытки уложил с демонов и Фриду долго убивал. mr.тостер. Он там сверху долго на тебя смотрел, я его сразу заметил. Ну, я, кстати, как его, на Фриде тоже прилично посидел. Я ее на стриме за 3 часа не завалил. Потом после стрима еще пару часов ее покерачил. Ай, Алисака. Я потом еще после стрима пару часов повалил Фриду, тоже нихуя. Потом еще в течение дня там перекурами, короче, ее пробовал лупить, нихера. Потом узнал то, что можно фантома призывать. Как-то с первого раза мы ее почти завалили, мы ее просто, ну, тупо заспамили ударами в этом, в углу, блять. Ёбаный промежуток этот нахуй. Короче, мы ее тупо, когда первый самый раз побежали к Фриде, на третьей фазе мы ее тупо заспамили ударами в углу, она даже ничего сделать не смогла. И потом ультанула, короче, ему подохли. Вот. Потом сколько раз я не пытался, ни хера, короче, пошел, сбегал вот сюда, вот в это DLC, собрал 3 кольца и потом решил пофармить души. Фармил, короче, и вот. И пух качнул заодно. И потом Фриду, короче, еще раз уже там, ближе к ночи, по-моему, мы ее вчера все-таки захерачили. Форвард. Я где минус? Год назад играл в ДС 3 и безымянного короля легко убить самым большим заклинанием тёк. Не, я магию вообще не использовал. Магия это не по мне. У меня не получается. Так-то я знаю, что у него у него больше урона от магии получается, от темной магии. Но пробовал я переделываться в пироманта, короче. Нет, вообще не моя. Пиромант, короче, я, во-первых, в принципе, магами никогда не играл. А вот. Потом, короче, я переделался в пироманта. Да ёп, блядь. Ну, понеслось, короче. Там, где баба, какую-то ты там в спальню приходишь, а ты манты, там баба тебя переделывает, твои статусы. Короче, вот, я переделался в пироманта, нихера, короче. Я даже первую фазу пиромантом, не знаю, там, 50-го раза только закрыл первую фазу. На второй фазе я 2 раза в него стрельнул и умер. Короче, пробовал, пиромантом вообще не вариант. Потом как-то попробовал мага, короче, тоже что-то, я не знаю точно, что конкретно качать прям, чтобы прям сносить ему охуенно. Я вроде интеллекта поднял, а у меня палку вроде взял. У меня все вкачано. Ну понятно, 400-й левел, тогда ничего удивительного.
Что-то дали, нет? Когда 400 левел, тогда просто можешь там, хочешь одновременно магом и каким-нибудь тяжело двуручником каким-то бегать. Ну, там без базара можно чего угодно менять. 400 это 400. Так. А чё если просто взять и нахрен пробежать этого урода? Хотя так, наверное, не камильфо, да? Да, блять, я же забегал. И НГ-13 вроде. И давай. Ручонками своими сучит еще. Давай, призывай своих школьников. Вот так вот можно наебашить. Ну, еще. И последний. Готов. Блядь. В смысле, да он же подох. Кто стреляет? Ёбаные уроды, а. Еще один. Куда вы беретесь-то? Я же вроде всех замочил. Или я там второго не дождался. Хуй знает, я уже не помню. Соло короля замочить. Поэтому серваки откроют, я позову кого-нибудь. Пройдем. Так, стой. Я не попал. Поговорить. К лавомышке надо еще привыкать. Странствующий рыцарь скитался, не зная покоя, искал ту, кого нельзя было искать. Только бездна помогла им приблизиться к той, которую он любил. Пусть им недавно было встретиться. Не бойся тьмы, друг мой, и пусть начнется праздник. Форвер. Я изначально был с двуручным мечом, потом все остальное вкачал. По идее, это тоже двуручный. Я, в принципе, первую часть с алебардой прошел. Вторую часть, ну, большинство времени я с двуручкой пробегал. Пробовал одноручкой ковырять короля по хуям, не получается. Так, ну все, он повторяется. Его можно, короче, давай теперь в этот раз его не убивать. Раз он появился заново, у него шанс. Стрим, дружище. Здорово, Борман. Спасибо, меня... Да, блядь. Сука, чуть не столкнули. Опять. А, блядь, а? Да серьезно, я на этого обращал внимание. Меня взяла камера, переключила. Я еще в целом еще и первую, и половину второй, ой, половина третьей части на геймпаде проходил. Я еще привыкаю даже к тому, что я играю на клавомышь. Кстати, удобная штука, я вам скажу. Так, ну второй раз я на этого пидора не поведусь, пускай он там и сидит. Там еще, по-моему, кто-то сзади ползет. Ползет же? Так, тихо, шаги. Вот, крадется, блядь. А тут так и продолжил висеть. Ну и пусть висит. О, для Винни-Пуха баночка меда. С этой стороны не открыт, но кто бы сомневался. Тут ебать как надо все по сторонам осматривать. Каждая гнида может выскочить и тебя сваншотить просто. Вот типа того. Я таких, кстати, не видел. Какая-то бабка худая. Коголичка, походу. А, я и костер не знаю. Ебать, бегаю 508 лет по
по вот этому вот пятаку я даже костер не заметил. Вот видите. Ну потому что начинаешь смотреть больше по сторонам. Костер. Так вот. Потому что начинаешь по сторонам больше смотреть, а не в центр, я не знаю. О, слушай, вот по-моему это кап. Если это кап, то вот он мне помогал замочить этих демонов. О, приятно встретить тебя здесь. Какого счастливое совпадение. Мы искали одно и то же место и оказались здесь одновременно. А у меня кое-что осталось. Давай выпьем по маленькой. О, наш человек русский. Сигбрау. За мои поиски и за твой долг. И за радость, что ждет нас здесь. А с кем он там пьет? Ну давай, говорит, до дна. Он, походу, там с балконом бухает. А теперь я пойду искать монолитка очищения. Найду его, и память вернется ко мне. Кем я был, зачем жил, как меня звали. И что за жуткую обиду я таил. Не знаю, мне просто кажется, что я был именно таким Все человеком. будет. Не забиваю себе этим голову, мне просто так кажется. Пока он просто болтает сам с собой. Форвер. Я вообще хотел прокачать максимальный 802 ЛВЛ с помощью пилигрима, который дает 5 халявных ЛВЛ, но мне надоело, я бросил. Так это сколько надо к пилигриму тогда сбегать, еще сколько раз подохнуть, чтобы прям 800 левелов набьешь. Ну это, блин, я не знаю, это гринд какой-то, вот реально. Фармить, по-моему, и то уныло, и херня. Мне этот фарм вот тут вот, как бы, не знаю, просто через несколько часов, без вот этой вот монотонного вот этого дерьма. А тут 800 левел, ну это я не знаю, по-моему. Степан Рудницкий. Поздравляю, ты меня обогнал. Думаешь? А ты на чем застрял? Так подожди, я еще до Медира не дошел. Я сейчас как и там присяду, блядь. Еще на неделю, как с этим, с королем. Короля я так и не завалил. Так что, кто еще кого обогнал? Он идет искать монолит очищения. Найду его, и память вернется ко мне, хорошо. Слушай, а давай... Степан Рудницкий. Фрида. Там можно этого фантома призывать. Призови фантома, он мне помог. Не то. Мужик ничего не видит. Где тут тост? Вот это. Ну-ка, тост его. Форвер. Это 302 ЛВЛ вкачать так плюс. 1 новая игра равно. 5 ЛВЛ отесать пройти 100 игр. Пиздец. Не, я бы просто, наверное, колпаком бы поехал. Че, он со мной, короче, не пьет. Ничего делать он не хочет. Я в жало Степан тоже бухаю. Рудницкий. Используй человечности, чтобы пройти к монолиту. Надо типа уголь бахнуть. Человечности это с первой части, кстати. Я никакого монолита не вижу. Степан Рудницкий. Нет. Чего нет? Не хочешь использовать? Или что? Подожди, я что-то потерял нить диалога. Степан Рудницкий. Используй молодую белую ветвь на болоте. Человечность будет потом. Так. Используя молодую белую ветвь на болоте. На болоте это там, где эти ангелы летают. Степан Рудницкий. Рядом со стеной. На болоте это там, где ангелы летают. mr.тостер. Используй силу, что дарует жизнь.
Фонд цитаты. Я сейчас из быстрее Капитана. затупаюсь. Степан Рудницкий. Позже. Так, ну, хорошо, что не надо назад возвращаться. Форвер. Это дальше. А человечность будет потом. В смысле, меня из этого обратно в человека типа превратят? Я не совсем понимаю. Я знаю то, что человечность мы собирали в первой части, чтобы был выше дроп разных хороших предметов. Форвер. Пока просто иди. А то, что там дальше какую-то человечность дадут, я что-то не совсем смысл понимаю. Блять. Вот так вот они и сталкивают. Ну, пудово. Что на ежиков соников они похожи. Шипами какие-то кренделя вообще падают на тебя. Ладно, я хотя бы, в принципе, уголь заюзал, но не особо зря. Пригодится. Степан Рудницкий. Я походу без фантомов. Ну смотри, если совсем пизда станет, короче, там возле Фриды, короче, вот как спускаться к ней, там с левой стороны в закутке картины стоят друг на друга наставленные. Там Гаэля можно призвать. Это единственный локальный фантом, который можно, ну, в локалке, короче, призвать. Вот как-то так. Ну смотри сам. Просто если что, то его там искать. Хуя у него только. Он как железный человек, который даст мне пизды. Я А, ну окей. Я просто был вот не в курсе. Он почти заспамил эту гниду. Тихо, 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 тихо. Ну и все, он полетел. Там еще эта залупа крадется. Ну, сбивай щит. Готов. А вот эстусы, блин, я у костра не посидел, эстусы не пополнил. Это печалька. Мне кажется, такой рыцарь будет не один. Но они довольно-таки жесткие. Кто-то где-то кряхтит. Стопудово хочет мне на голову упасть. Где-то вот с этой... Вон там сидит, сучка. Ну-ка, сейчас мы на него фотоохоту произведем. Ты так опять решил подставить. Спокойствие, блять. Ну как тут сообразишь? Просто ты поднял, ты спускаешься вниз и на тебя налетает. К этому нельзя быть готовым, реально. Ты должен это просто знать. Он просто прыгнул вот так вот, когда его даже головы видно не было. Он прыгнул примерно вот с этой точки на тебя. Он вот сюда так скачет, прыгает тебе на голову и втыкает тебя в нож. Чумовой расклад вообще. Надеюсь, где-нибудь поблизости будет костер. О. Ты кто, блядь? Это мужик с ульем на спине? Либо он очень толстый. Это, наверное, какой там, как ну погоди, когда волк одел тазик на это, на спину такой, о, черепаха. Чтобы его пропустили куда-то там на этот. На концерт, по-моему, или что-то такое. Тут их уже побольше.
Серьезно? То есть он на расстоянии меня такой. Так-то они вроде... Я потом, когда надоело набивать ЛВЛ, начал учиться гличам, и это было самое веселое за всю игру. Степан Рудницкий. Пигмикаст. Я бы хотел парировать нормально научиться. Это как минимум прикольно. И смотрится, и что такое. А, этого я уже убил. Кстати, это оружие, когда Фриду лупишь, вот третью фазу прям с разбегу, и херак, и вот так вот. У него нормально щит летает. Так, надо посмотреть где-нибудь, здесь может проходики какие-то есть. Ну, кроме как спуска вниз. Нет, только вниз. Ладно. Степан Рудницкий. Это двороч с быстрым офсетом. Ну, он прикольный, он, знаешь, что-то прям напоминает как-то какой-то промежуток между одноручным По и центру на двуручным. люстру. Зачем? А, там наверняка что-то полезно. Вообще я ищу кольцо с зеленоцветом. Центр и на люстру. А я потом, наверное, хуй спущусь еще нормально, да? Ладно, была не была. Ох ты. Ну, а что я тут забыл тогда? Блять. Нахер я сюда вообще прилетел? Я только паровоз, блядь, себе собрал и все. Они сейчас задрочат меня. Да ёпта. Ну понятно. Надо было потихонечку спускаться. Я просто на люстре там что-то увидел, но потом уже не увидел нихуя. Там оказывается типа обман зрения какой-то. Там что-то мигало где-то на втором этаже. Степан Рудницкий. Кольцо перед Медиром, Угвина. Посмотрим. Так. Скипываем вот эту вот всю шелупонь. Форвер. Это новая игра. Да. Я никогда не проходил третий Dark Souls. Это, ну, первое прохождение. Так, вот примерно отсюда надо их зачищать, этих ребят. Они так по чуть-чуть, но дамажатся. Ты чего не лупишь-то, блядь? Калочный долбоёб. Ну и все, да? Вон там еще один ползает. Ну дамажит они прикольно, кстати, я скажу. Все? Никто вроде не идет. Я вот сюда спустился. На люстре что-то... А, ну понятно, вот почему мне показалось. Вон там, в перспективе, если посмотреть, на люстре как будто что-то лежит. Невнимательно глянул, и пожалуйста. Полез на люстру, там и подох, короче. Потому что паровоз собрал. Здесь он тут один. А где этот пидор? Почему я его не вижу?
Форвер. Сейчас будет очень много страданий перед Мидером. Да тут в целом я смотрю. Все это DLC, блядь, сплошное страдание. Ты чё? Я прям его просто залупил. Кто ж спамил-то, а? Кто эту хуйню кастует? Где эта сволочь? Стопудово где-то на стене сидит и хуярит. Нормально рассмотреть не дают. Форвер. Идр сверху с люстрой к нему. Да как где он? Знать бы, в какую сторону-то падает. Блять. Они времени просто не дают даже осмотреться нормально. Как-то тут, по-моему, можно. Ну-ка, перекатик. Хорош. А где-то тут хуярит? Ну точно, нахуй. Ты смотри, какую подставу, да, замутили просто. Эта гнида сидела и кастовала тебя даже, причем не находясь в здании вообще. Хитрец Мелитака. Ладно. Я не разъебусь. Шибко. Форвер. Ну, Там так. надо с люстры к нему прыгнуть. Все, замочил. 30 секунд просто отставания по этим сообщениям на стриме. Вас там не дохуяли и идет-то сразу на меня. Пизда. Там еще какой-то мелкий сидит. Ну, вы, блядь, даете. Поговорить. Назови имя своего бога. Твоего бога, если ты его помнишь. Гвин. Ах, значит, ты еще помнишь. Пожалуй, мы можем говорить. Меня зовут Шира, я служу принцессе Фелионоре, матриарху церкви. Ты, сучка драная, не можешь побыстрее пиздеть просто? Ну, блядь, я сейчас тут и отъеду, короче. Надо было этих сначала уложить, а потом все остальное. Я думал, то, что когда ты с тёлкой трещишь, короче, ну вообще с каким-то NPC там и так далее, то как с открытием дверей у тебя срабатывает, типа... Короче, вы поняли. Неуязвимость сраная. Ну, можно, короче, не этот... Форвер. Сейчас будут жиробасы, на них надо прыгать и нажимать удар, тогда будет почти ваншот. Тоже надо еще понять, откуда на него прыгать. Начнем с того. Сука, попал. Давай быстрее вставайте, блядь. Форвер. Это она их позволит, ты в ловушку попал. Она их позвала? Когда она дважды гнида. Форвер. Там мосты. Сейчас посмотрим. Вообще, я, в принципе, тут даже осмотреться-то не успел. Тут как-то можно зашкериться? Нет.
Да, меня сейчас опять захуярит прям тут. Хотя, может, вообще не заметить. Я подошел к какому-то кусту, думаю, что это он фиолетовый диким каким-то светится. Пиздец. Я удивлен, что на меня еще стены, блядь, не нападают. Вот серьезно. Почему? Как бы с воздуха мне урон не впитывают, я не знаю. Это как-то странно. Как-то не по-миядзакски это все. Должны же. Ай да ёп. Он зажимает. Прям между стенкой. Начинает колоть. Форвер. Там, где ты сейчас спрыгнул, тоже можно будет один жарабас убить, он туда сам встанет. То есть к этому дымящемуся говну вообще нельзя подходить, потому что он тебя может тупо сваншотить. Я бы не сказал, что это ваншот. А вот пиздов я сейчас огребу точно. Да. Их очень дохуя просто. Я всегда дрался не больше, чем с одним. Это, короче, нихуя не ваншот. Я даже, ну, четверть где-то здоровья у него снял. Прыгал я на этих, но только с другим мечом. В принципе, расклад примерно такой же. Там еще какие-то мелкие прыгают. Блядь, ты просто не успеваешь ничего рассмотреть. Ну, чтобы какие-то, блядь, тактические решения принять. Хоть какие-то вообще тактические, блядь, решения. Я просто захуяриваю и все. Форвер. Там надо прям на голову прыгнуть. Ну, как получилось. У меня просто мелкий пиздюк целился молнией своей. Один Форвер. откуда-то там тогда еще будет криз. из-под полы вылез, короче. Плюс, по-моему, вот этот кружок там появлялся. Я что-то вообще нихуя не понял, но тут понял то, что меня сейчас просто со всех сторон захуярит и все. Вот какой-то мелкий гондон, он там появился. Я так и не смог просмотреть, куда он, откуда вылез он вообще. Он один там ползет. Один развернулся, второй все равно идет. Ну и чё? Так, текаем. Текаем. Все, эти двое уходят, этого мы захуяриваем. Ну иди сюда, чё-то. Эх, сейчас бы его столкнуть. Было бы шикарно просто. Ну, стамины еле хватило просто.
Следующий кричит заведующий. Главное, чтобы мелкий не подполз. Ну, вот как-то так. Форвард. Если перейти по мосту, то... Так, а я второго сагрил. Я тут всех сагрил, короче. Плохо дело. Форвард. И юзануть уголь, тогда вторгнется фантом. Ну, дохни ты, блядь. Готово. Мне еще тут фантома не хватало. Или он будет в помощь? По-моему, тут достаточно говна всякого ползает. Надо сначала вот этого большого завалить, потом на мосту посмотреть, что там есть. Вообще надо с дверью его пойти поговорить. Форвард. Нет, это враг. Так вот, а зачем мне тогда юзать уголь? Мне, по-моему, тут пиздареза хватает. Не, ну если, конечно, что-то с него прям очень охуительное выпадет, тогда возможно. Но я так не думаю. Вот сюда его притащу. Да хуй там он не идет. Мелкие пиздюки, блять, откуда они появляются? Ну, тогда нахрена его призывать лишний раз рисковать? Так чисто, чтобы всех убить. Форвард. Или ничего я не помню. Так, давай-ка мы его где-нибудь тут поймаем. Товарища-то это. Сейчас он назад пойдет. Да, заебись. Охуенно я на него прыгнул. Блять. Пиздец, опять всю толпу эту перехуяривать. Просто вот тут на каждом квадратном метре реально по несколько врагов. Причем разные направленности, типа того. Ну и тут кто-то травит, кто-то огнем тебя ебашит, кто-то магией, плюс все вместе, короче. Блин, я даже не понял, как я сейчас урон получил. Все заново. Я это место прожигал до костра. Ну, может быть, пиромантом тут было бы и проще, потому что тупо ты с врагами никак не контактируешь. Ну, сорянчик. У меня тут кроме меча и щита и дохуя амбиций ничего нету. Так, надо сначала по мелочи всех завалить. По возможности. А вот как он меня сваншотил, вот этот урод, я так и не понял.
попробуем их разделить. Микаэл Родгерс. Ред. То есть ты знаешь, что делать. Понятно. Что-то они вообще как-то не бэкстебятся, ничего. Да давай ты быстрее вставай. Сука, ну бешеные жердяи, конечно, тут это не отнять. Их только спамить, короче, прям вообще в тему. Степан Рудницкий. Я стейк жарю. Го ко мне. Да, я бы сейчас от кусочка вот этого жердяя бы не отказался. Пидорас, иди-ка сюда. Все, хорош. Ну вот лучше здесь с ними помудохаемся. Кстати, какой стейк? Какой прожарки? Опять пол ожидали. Какой себе. Неплохо. Громовой самоцвет. Такое себе. Да, туда явно дальше не стоит пока Степан идти. Рудницкий. У меня обычный мид. По фэншую, ну типа на сливочном масле с розмаринчиком. Давай-ка мы его сагрим. Я прежде сначала полечусь. А я сегодня ел стейк недавно. Я уже давненько что-то стейков не точил. Уже покойник. Все, мужик согрелся. Степан Рудницкий. Да, все по-взрослому. Вот почему бэкстеп не срабатывает? Че ему надо? Блять, я сейчас походу опять Степан отъеду. Рудницкий. И жареным чесноком. О, жареный чеснок это вообще добро. Падла. Да ёб твою мать. Каждая подача попадает. Овер. У этих черепах потом появится вторая атака. Пиздец, блядь, взял мне полздоровья, вообще скатил нахуй. Вот как-то. Ты вдохнешь, нет вообще. Ух. Ебать на него, сколько этого ушло. Уж очень жестко мне этот козел дался. Прям вообще. Черепаха вторая атака, говоришь? Но они в принципе-то не сложные. Ну как бы, пока что. Пока вроде убивается. Вот это болото, да, где надо юзать какую-то там ветку.
Меч как будто круговым ударом лупит. Сзади кто подходит, тоже достает. Приемлем. Степан Рудниц. Блять, еще Я два и Володя вылезло. Букарей. Сука, а? Ты смотри, что творит. Пиздец. О! Тут еще этого говна, Там сейчас по-моему. из болота еще 2 музыка вылезет. Так вот они и вылезли. Серьезно, блядь? Я не гинеколог, но это пизда. Ты его лупишь, он тебя просто ваншотит нахер своим отравлением и все. Форвер. Ада. Пиздец, просто пиздец какой. Форвер. Еще раз. Он просто взял, короче, медитака этот сраный, блядь, расставил просто здоровых мобов на каждый квадратный метр нахрен. И все, и проходи одно и то же 10 тысяч раз. Просто и так, блядь, еле завалил троих. Последний так особенно хорошо дался. Хуяк тебе еще, блядь, 2 прилетает. Ну чё не 8, а? Можно просто, в принципе, было наспамить их так, чтобы они это, ну, двигаться даже не могли. Блять, залупа. Speak thee the fact. Назови Бога, Гвин. Ah, the mouse out they who attend to God. Известно ужасы тьмы, покой, ты ради человека, чё? Thou'st a kind speak to a captive such, it is no surprise. Ленница, ну ты помнишь нашего Бога? Так, подожди со своими богами, блин. Я, конечно, понимаю, может, маневр отвлечения охуенный. Так, ну второй не обратил на меня внимания. Форвер. Просто пробеги на болоте по правой стороне и будет кость. Блять, ну он просто по одним прыжком мне все здоровье снес нахер. Как не достал, я еще не знаю, конечно. Во-во-во, ты ударяй. Правда, он умеет еще у нас через текстуры лупить. Он его сейчас сюда загонит. А, я не дотянулся просто. Все, мне пиздец. Ну, естественно, я напарываюсь на самую охуевшую его атаку. Ебаной, блядь. Он там? Да, походу. Чё? Как я сдох? 90 кусков просто нахуй. Просто пробеги их на болоте по правой стороне и будь костер. Да, походу так и получится. Ну, смысл? 90 косарей я уже как бы просрал. Вот так вот их лупить часами просто, я не знаю, по-моему, это ебанизм какой-то. Ты, блядь, их мочишь, они еще и вылезают Форвер. сверху. Отпади. Да, я же не посмотрел, что у меня здоровье по минимуму. Тиганул и все. Это пиздец какой-то. Ладно, мы же, в принципе, не фармим, да, тут уже душит-то так-то. Хрен бы с ним. Пусть они тут все нападают. На здоровье. Просто через эту армию, блядь, так можно часами пробиваться, когда
А толку никакого не будет. Правой. По правой. Надеюсь, я найду. Этот питер, которого я замочил сначала. Ну, вот костер. Ну, как вариант. А, ну это, короче, срезка, да? А нет, слушай, нихуя это не... Чё, надо думать как? Куда? Давай вот так. Оп, аккуратненько. Ну, уже узнаваемо. То, что там в углу что-то лежать должно. Я что-то даже не прочитал. Голова что-то белого какого-то там. Такого. Да и в принципе-то что мне мешает? Просто пробежаться, все пособирать. Вот свет. Блин, ты очень красный стример, я пошел по делу. Красно. Я так понимаю, это опечатка. Очепятка. Очепятка. О, вторая атака. Прикольно. Чуть-чуть меня подрубили, но ладно. Слушай, а по-моему здесь я что-то читал про этот, как вот то, что подобрать кольцо. Форвер, классный стример. Я понял, спасибо. Ты тоже классный. Классный зритель. Я думаю, если этого жука не замочить, то он потом сваншотит стопудово тебя. Тут, короче, рыцари шароебятся, и вон там две курвы висят. Ну, понятно, фулл хаус, короче. Да? А вот этот не может спуститься? Вот прыгай на меня. Ты ж хотел. Вот так, допустим. Вот этого, в принципе, если туда не заходить, можно и так забодать. Да? Крутая так. О, наконец-то, бэкстеп. А то я уже начинал по ним скучать. И спамер. Готов. Только так их, походу, лучше всего валить. Бля, это пидоры, короче, которые ваншотят. Своей этой прелой хуйней. Где-то еще одного видел. Где он тут висел? Пизду, короче. Потом найдется. Копье рыцарей из города за стеной. Ну, копья тут такое себе колющее оружие, в принципе. Они как бы так.
Вроде как клево, но не так, чтобы вообще как бы пользоваться. Вон там эта курва висит. А, ну я, получается, сейчас с обратной стороны обойду. Я сюда заходил, и тут меня убили. Все, я понял, короче, где я нахожусь. Я буду мстить, короче, за свое вот это вот убиение. Давай, сука. Чего, блядь? На каком расстоянии я не должен подохнуть? Вообще к ним не подходишь. Пиздец. Я думал, он просто должен вставать, как и все остальные. Нет, блядь? Нет? Я вообще нихуя не понимаю с этими, короче, пидорами, которые, блядь, тебя ваншотят, если ты на каком-то расстоянии непонятном для меня держишься от них. Беспредел вообще, я не знаю, это легально? С обратной стороны, прям. Пидор только души, блядь, забирает и все. Нахуй пошли со своими штуками. А, ну да, тут же еще этот крендель. Да, блядь. Ну вот не люблю я вот эти паровозы за собой собирать, конечно, полный пиндык вообще. Ща как... А нет, подожди. Нормально, я думал насмерть. Уже стоит, прям ждет. Я к нему не пойду. Короче, сейчас как варик пробежаться по болоту. А я забыл, где там ветку надо, что-то с веткой делать. В какой стороне? Надо было, блядь, с ударом прыгать на него. Кто знал то, что он прям тут тусуется. Ладно. Короче, тут я все осмотрел. По идее, ориентиры это будут... А, возле дерева, да, по-моему? Какого-то. Ебать, повылетали. Что происходит вообще? Ну, хоть не ваншот, спасибо. Тут очень дохера народу на болотах тусит. И они прям каждый хочет тебя завалить. Вот таким образом. Бледная смола, блин, я не помню. Я вот никогда ее не юзал, не знаю для чего. Прелая, знаю, травит. Ну, молнии, есть молнии. Понятно. Вот там болтает наверху. По-моему, здесь писали надо то, что этот какую ветку какую-то. И чё? Я теперь стал симулятором камня. Может, прямо среди них надо? Давай еще попробуем. Понятия не имею, чем я занимаюсь. Может, подождать надо какое-то время? Типа,
чтобы локацию с королем открыть, тоже не сразу появлялись эти черти, которые тебя уносят. Я знаю. Ну хотя бы они не нападают на меня. Я могу осмотреться спокойно. По идее, надо вон туда ломиться. А, кстати, эти. О. Вот оно что, Михалыч. Это, короче, чтобы большой тебя не заметил, ты должен шкериться вот в виде камня, короче. Ля, прикольно. Алекс Поколюк. Сначала открой дверь возле костра. А я не могу ее открыть, у меня ключа нет. Там закрыто, по-моему, с другой стороны написано. Бля, и тут не подойти никак. Лёгко. Я туда подбегал, написано, по-моему, то закрыто с другой стороны. Я-то думаю, нахрена я эти ветки собираю? Они дае и дае. Хуяк не ждали. Да, можно, конечно, в тупую всю эту пиздобрать и перемочить. Но смысл вот этого не такой веселый, как... Это мне чем-то напомнило, по-моему, Metal Gear Solid я смотрел. Кто-то играл, сам не проходил. Ныкались там в этих коробках. Тут что-то в этом роде. Алекс Поколюк. Оббеги. Так, подожди, давай проверим еще раз. С этой стороны не открыть. А тут мне не подняться. Хотя, подожди. Есть тут один моментик, по-моему, где можно было скарабкаться. Не тут явно. Надеюсь, кузнечики сейчас не нападут на меня вероломно. Мне кажется, мужик сейчас меня заметит, он меня сразу же замучит. Ну ибо нихуй, почему он тут такой большой ходит, а ты типа нарисовался хоть с горы. Степан Рудницкий. Магия. Меч города за стеной, по-моему, да, я подобрал. А, ну вот, я отсюда спускаюсь с костра, короче, когда иду. Они тут о чем-то мне пытаются все сказать, но я им сразу же пизды раздаю. Надеюсь, я ничего плохого не делаю. Мужики, ничего личного. Давай попробуем оббежать еще. Алекс Потом к Поколюк. мужику. Обойди, за большой дылдой руины с рыцарями. Мимо них и направо. Так, а не здесь где-то нужно подниматься? Ну да, явно не Степан здесь. Рудницкий. Спустить, пока не станешь темной душой. Так, ну давай еще раз ветку заюзаем. Херово то, что ты, по-моему, не можешь этот как... Херово, что ты не можешь подбирать предметы, по-моему, когда ты в таком состоянии. Ну, я сейчас посмотрю. В этом надо убедиться, конечно. Веток-то не так много осталось. Я думаю, они мне еще пригодятся. А, нет, смотри. Блять, ну я тут же полюсь, короче, всю контору. Ой, и пизда, короче, понеслось. Опять от этого говно. Так, надо в темпе вальса искать нычку какую-нибудь.
Степан Рудницкий. Вернись. Сейчас мы тут заюзаем. Блядь, не заюзаем. Твою мать. Ну, можно здесь что-нибудь посмотреть. Слушай, эти гомики кастующие, блядь. Березовый лук. Не подох. Все, ну мне повезло, то что третьего кастующего нету. Точнее, он как бы, по-моему, есть, но он меня не видит, да. Если бы он меня спалил, меня добили. Четыре раза я по нему долбанул, прилетело только 2. Иногда просто хитбоксы у них просто шикарные. Еще один. Нас не дохуяли на квадратный метр. Ну хоть отъезжает быстро. Спасибо на то. Вот она веточка. По-моему, даже эти ветки, как бы, они все время падают. Ну, в смысле, спаун веток идет. Так. Главное, чтобы жадность фраера, как говорится, не сгубила. Все, я камень, никого не бьет. Алекс Поколюк. От костра направо мимо билды, слева забег на руины. Мимо рыцарей направо будет дверь. Ну, я понял, то, что забег, ну, подниматься вот там. Сейчас покажу. Вот. Нет, не тут. Вон дылда, а подниматься вот тут надо. Это понятно, но все же хочется посмотреть-то. Ну, тут какая-то шняга. В принципе, веток хватит, как бы все поднять. Но нужно так, что будь уверенным, что мне не придется потом это еще раз все оббегать. По лезвию. Тихо, 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 тихо. Ну что вы творите? О, надо безопасную зону. О, сейчас, короче, у нас еще эти товарищи будут вставать. Я какие-то лезвия рыцарей что-то поднял. Я, ну, стопудово, это не очень, конечно, важная штука. Можно было и без этого обойтись. Все, я снова Степан в Рудницкий. инвизе. Именно на болоте. Степан Сейчас мы Рудницкий. дойдем. Купишь. Вон там что-то валяется тоже. По-любому же вкусно. Найти вон туда надо. Вон туда. Ну там все горит, откуда вот эти черти вылезают сейчас. Туда надо двигать. Понятно. Потому что единственное большое здание с проходом это вон там. Там вон рыцарей вижу. Три штуки. У кристалла у нас заканчивается где-то вот тут. Да, не знаю, там дальше, если прохода не будет, то как вариант забрать получается раз блестяшку, 2 по прямой. И все, и драпать, короче, примерно вот до сюда. Снова юзать ветку. Подожди. Я их нахер в слот поставлю. Проверяю. Да, они тут. Вот так. Так, ну эти черти меня не видят хотя бы. Это хорошо.
А вот кто-то молнией заряженный борзый сидит. Драконоборец. Я понимаю, именно он меня и видит, да? Ну, по-моему, тут-то он не сложный. Все, пизда, он согрелся. Ну, вот так сделаем. Титанитовая. Что тут больше брать нечего. Набрали воздуха. Опа, опа, опа. Все. Ну, как правило, он медленный. Я не знаю, есть резон вообще с ним биться. Хрена он медленный. Так-то у меня 9 фляжек. Блядь, ты отстанешь, нет? Ладно, я сейчас тут где-нибудь зашкерюсь. Он не дает. Не, возвращаться придется. Ну, юзай эту херню. Серьезно? Я ж спрятался. Бля, буду драконоборец все портить. Где он? И сюда топает. Давай. Попиздошимся немножко. Может, что и получится. Жестко стамины не хватает. Переебать ему как следует. Ну, хиляйся. Ну, есть. Злой мужик. Ничего не скажешь. Шлем драконоборца, железный нагрудник, ну полностью, короче, сет. Давай посмотрим, что он, как он выглядит. Глядишь, может и круто. Я в основном вот прям рассматриваю всегда по нагруднику. Найти его вообще надо. Ну понятно, он тоже очень тяжелый и такое себе. Много плюсов, но качаться на него и качаться, короче, чтобы такие шмотки таскать.
Что за хрень? Почему он в эту шнягу превращается? Может, уголь надо? Ну, кстати, уголь в любом случае пригодится. Вот прям на болоте стою. Последняя кость, кстати. Последняя ветка. Все равно я в эту шнягу превратился. А чё не в кристалл, я так и не понимаю, в чем дело. Ну-ка проверим сначала на саранче. Там с очка меня поливает. Нормально. Почему-то он резко перестал превращаться. Алекс Поколюк. Не трать ветви пока. А почему он перестал превращаться? Он же делался кристалл. А сейчас он в какую-то херню превращается. Но стоять на месте мне тоже не везу. А они быстрее меня так завалят. Так, ну что, веток-то у меня, по-моему, все-таки одна-то осталась в загашнике. Вот это вот. Трансформируйтесь и склейтесь с окрестностей. Последняя ветка. Блять. Ирил Гаоси. Привет. Как успехи? Ну, слушай. 2 боссов в начале стрима завалил. Сейчас локацию надо допройти. Вот только как эта шняга работает, что-то пока непонятно. Давай последний раз, короче, заюзаю кристалл этот. Вот, кстати. Вот там мы его и сожрем. Давай, последняя ветка. Жрешь, блядь, возле кристаллов, ты превращаешься в какую-то дичку. Ладно. Если что, потом можно портануться к бабке, накупить этих веток. Если меня рыцари запалят, но меня скорее всего запалят. Главное, в принципе, то, что большой не видит. Но с такой табун рыцарей мне, наверное, будет не завалить. У меня всего 4 фляги осталось. Их очень много. Ладно, посмотрим, что получится. Ирил Гаоси. Летающая душнина. Как после пьянки. Думаешь, перегар так выглядит? Да, он меня спалил. Хотя что-то присматривается. Ну, пизда. И понеслось, просто лютый всос. Чудом ушли. Чудом.
Я хотя бы все пособираю. Так, ну тут ни дверей, ничего такого нету. Мужик, иди в очко. Надо как-то вот куда-то прыгнуть. А, ну сюда и надо. Чё? Чё за звуки? Ирил Гаоси. Да, я приболел. В лёжку работаю на диване. Надеюсь, завтра будет лучше. А, тут какие-то ништяки. Ты, Серега, давай заканчивай с этим. Жестко. Заболел. Надо это, лечиться. Давай, давай, лечиться. Да я сейчас у кого не спрошу, все, короче, болеют. Кто-то даже с коронавирусом. Алекс Поколюк. В этого духа и надо. Я в этого духа превратился, меня спалили просто, как это. Во, я сейчас хотя бы резку открою. Да? Неподготовленным прибегаешь Алекс такие. Поколюк. Только сначала дверь. Давай, сначала дверь. Сяду на костер. Это лучше, чем на бутылку. Я не знаю, мне ветки эти понадобятся или нет еще. Не, сгоняем в храм. Лучше, если будут продаваться ветки возьму. mr.тостер. Ирил Гаоси, ты того этого супчик куриный аспиринку и под одеялко. Да-да. Ah, well met. Херово, что сейчас столько душу летит вообще. Если я просру. Будет обидно. mr.тостер. А и сериал точно отхилишься нормально. Какой... Надо еще знать, какие сериалы смотреть. Я последнее, что смотрел, это этот, как его. Мы все мертвы. Корейский. Давай, 20-очку бахнем, да? Че еще? Ну, молнии, блин. Ирил Гаоси. Парочку. Собака. Ссылка. Стер, привет. Да, я легонько. Думаю, завтра буду в строю. Перцовая водка спасает. У меня, кстати, вообще никогда не помогает. Пробовал сколько раз перцовку херачить. Ну, не знаю, не то. Горло только от нее дерет сильнее и все. Лучше не становится. Задарился я, короче, веточкой. Какая вот это, по-моему. Что-то мне сдается, не успею я за сегодня эту локацию пробежать. Хотя там вроде как, если по прямой посмотреть, там вроде как не очень далеко. Ну, посмотрим. Ирил Гаоси. Я посмотрел сегодня сериал «Основание». Очень зашло. А корейский слышал, но это следующий на обзоре. Глянь, но он чем-то, знаешь, напоминает поезд в Пусан. Вторая часть не очень, а первая вполне неплохая. Так. Ну, отсюда что? Я давай, наверное, спущусь вниз для начала. Но мне вот я понял то, что мне вон туда идти. Вон там Медир уже тусуется, меня ждет. Вовсю. mr.тостер. Ирил Гаоси, ну смотри, ты нам цельный нужен. Не разложившийся. Да. Ладно, ничего, Медира глянем на следующем стриме. Что делать? Смотри, титанита прям наваливает чехую. Ой, это что-то новенькое. Ну еще. Отпусни ты его, блядь, разок-то. Наконец. Упал как говно. Жил как говно и подох как сука.
что кто-то кверху жопой под мостом валяется. Большой щит с драконьей головой. Ну это вот с которым они и гоняют. У него там этот суперудар там. Да. И голова драконья чуть побольше становится. Ясно, понятно. Вообще в теории, короче, нужно типа сейчас под кого-то запрятаться. Ну, там привидение, наверное, я не знаю. Чтобы медир тебя этот не спалил. Потому что вот так вот просто по мосту, по прямой не получится. Это не в стиле Dark Souls. Так не бывает. Ну вот о чем я и говорил. Приемлемо народу он тут уебал. Блять. Пока душу поднимал, какая-то гнида выскочила, меня в душу толкнула просто. В грудак меня. Под огонь, все нормально. Ладно, хотя бы сейчас вниз не надо спускаться. Я говорю то, что ты в этом DLC просто каждый квадратный метр проходишь по чуть-чуть. Типа освоил, короче, дальше идешь. Освоил, что делать, дальше идешь. Причем, я думаю, то, что тут, наверное, ни в кого не надо превращать. Он тебя просто по факту ёбнет. Так, назад. Теперь вперед. Давай, 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 быстрее. Да, блять, тырок сраный. Пиздец. Ну, он камикадзе какой-то, я не знаю. Он вылетает, чтобы самому подохнуть. Главное, тебе напортачить. Чтобы тебе было плохо просто. Чтобы тебе было больно. Такие ублюдки просто вообще. Ай, блядь. Его надо как-то обмануть. Но времени мало. Фактически ты летишь, и у тебя уже за спиной этот гондон поливает всякой херней своей. Я так понимаю, то, что достаточно в эту пещеру заскочить, и у тебя типа уже как в домике. Ладно, пробуем еще. Допустим. Экономил время. Давай, вылетай, сука. Подвинься. Все, он помер там. Так, у меня есть даже время душу собрать. Что мы отсюда видим? Ни хрена, короче, мы отсюда видим. Вот охрюкает в стерео. Бля, я думал, тут можно нормально обойти как-то. Ну да, я же говорю, это не в стиле Миядзаки, нет. Это надо теперь следующий шаг смотреть, куда пробежать можно. Вернее, где заныкаться. Я не знаю, я полагаю, что где-то вот или за камнем, или вот с левой стороны. Вроде там он не херачит своей шляпой. Да, блядь, нормально все. Так и живем. И это надо каждый, блядь, метр прочесывать. Каждый шаг, короче, где заныкаться можно нормально. Там вообще обрыв. Либо за камнем заныкаться. Не знаю, за третьим, вторым, там это тоже надо считать. Потом запоминать визуально. Но прежде ты должен сдохнуть. Херово то, что там просто 100 душ. Это прям жалко.
Вот тут, если ты успеваешь добежать, то можешь упасть туда. Вроде как. Обрыв же. На. О. mr.tost. Локация прямо из одного ДС. Да, да, когда там это верно, блядь, туда-сюда летало, тебе жопу мандрючило. Вот, откуда надо падать туда? А, так подожди, надо тебе просто добежать. Но там, по-моему, вот где блестяшка, там чувак вроде как живой. Ну, давай попробуем. Пентаху. Надо же. Если ты, как говорится, угодник, и меня не зацепило. Причем вообще ничего. Ну, второй раз тут перекат, наверное, бы не прокатил. Один раз ты, короче, крутишься, вроде как не попадает под огонь. А в следующий раз обязательно. Как иначе-то? Ну, спасибо, Миндир. Ты лучший медитака в мире. Блять. Через текстуры-то кто знает, то что он будет прям через текстуры тебя хуярить. Поразительное дерьмо. По-моему, тут можно быть спокойным только возле костра. Тебя дамажат везде, со всех сторон. Теперь, короче говоря, если я сейчас не пролетаю, теперь мне нужно до самого конца добраться, чтобы сотку сохранить. Ирил Гаоси. Так это первый ДС. А второй DLC. Первый этот прах от Андерили. Похер, подамажимся немножко. Блять, ну. Пошел нахуй. Бля, это ты серьезно? Как он его не убил? Сука, 600 раз он его убивает, а 601 нет. Ну как это? Ну как это может быть честно? Ирил Гаоси. О, ну ты справился. Супер. Мусор. Что еще валяется? Навозный пирог. Вот вы все... Серьезно такой лут раскидывают? Нахер он как бы срался? О, я чуть не обратил внимания, что у меня жизни-то почти нет. Так, теперь тут аккуратненько. Сейчас он его замочит. Надо его как-то спровоцировать, по-моему, да? Ладно, я хотя бы душонки соберу. Никчемные свои. Хотя давай так. Ну вот тут же меня по-любому не достанет. Хотя хуй его знает. Dark Souls. Стонущий рыцарь. И бить. Кого стонущего мне не хватало. Ну и чё, где? Только сейчас еще с фантомом пинаться, твою мать. Вот там ящерка. Ну, возможно, это подстава. На что я рассчитывал? Нет, тут пиздец будет по-любому крыться в каждом реально метре. Видишь ящерку, подохнешь скорее, чем ты ее получишь.
спускаешься Гаус. куда-то. Ты Откуда подохнешь. фантом, если серваки капуды? А они тут просто в игре есть. Это не обязательно NPC к тебе портуется. Тут просто, короче говоря, игрой задумано то, что вот в виде обычных людей, возможно, это типа подготовка тебя, короче, к ПВП и так далее. Вот он ходит. Два удара. Я думаю, что это подготовка к ПВП. Типа того. Ну, чтоб ты был в курсе, короче, то, что тебя помимо всего окружающего пиздеца, тебя еще и фантомы могут убить. Ну, так просто. Они, в принципе, почти на каждой локации есть, как бы. Ну, карту, если смотреть. В DLC тоже там попадается. Ну, вот, допустим, просто если, к примеру, вот я помню, что только в этом DLC вот, груда отбросов. Вот здесь есть фантом. Вот здесь босс. Ну, и здесь босс. И получается следующая лока. Вот сюда перебираешься. Вот здесь считай, ну как. Ну это фантомами не назвать, но вот здесь уже фантом фактически. Вот здесь тоже недра картины. После сестры Фриды там тоже фантом. Тут босс, и причем везде по два босса. Медир, он просто вместо двух боссов, он один большой толстый босс. Вот так вот. Часовня. Тут, по-моему, не было фантома. Тут фантома тоже не было. Это вот типа подготовительные 4 костра, короче. Потом начинается пожестче. Как-то так. Ладно. Не знаю, может быть, пробую еще раз сейчас вне стрима завалить этого фантома. Хорошо то, что фантомы не респаунятся. В этом их плюс. Один раз завалил, все. Бартик. Вот. Попробую, наверное, после стрима там, или завтра, может быть, как-нибудь завалить фантома это. Ну, сейчас что-то уже это хорош на сегодня. Баст карапузики, как бы большая локация. Плюс еще 2 босса. Надо отдыхать. Вот. Завтра что? Завтра, наверное, в Dying Light давай. Лобай. А может быть, не будет вообще стрима. Посмотрим, короче. Надо посмотреть. Как успею, не успею все сделать. Короче, глянем. Так сказать. Ждите анонсов. Вот. Ладно, ребят, всем спасибо за поддержку, за просмотр. Там, кто не подписывался на канал, там подписывайтесь. Лайкосы, комменты. Ну, короче, все знаете. Ладно.